Каждый день собака сидела у пустой больничной койки, и никто в больнице вначале не понимал, почему. Кровать оставалась пустой с того дня, как он пришел, но собака продолжала возвращаться к ней на протяжении многих часов. И только потом медсестра наконец-то обнаружила шокирующую причину такого поведения собаки. Анна. Медсестра бегом направилась к пустой палате с слезами на глазах. У нее по-прежнему был телефон приставлен к лицу, и человек на другом конце линии с нетерпением ждал, сможет ли она найти собаку. Конечно, собака находилась в пустой палате, и когда Анна увидела животное, она наконец-то смогла ответить человеку на том конце линии, что все в порядке. Она могла прийти сейчас, и они смогут все решить. Анна уселась рядом с собакой и начала гладить ее. Теперь она наконец поняла его загадочные причины. Но почему собака сидела рядом с пустой больничной кроватью каждый день? Почему Анна так эмоционально отреагировала, и что вообще делала собака в больнице? Собакам в больницах обычно не рады, и в этом плане больница в Северной Дакоте не была исключением. Но однажды ситуация изменилась, и им пришлось изменить неписанное правило ради одного особенного пушистого джентльмена. Причина его присутствия, вероятно, была очень важной, чтобы руководство больницы согласилось с его условиями. Примерно 6 месяцев назад в больнице Северной Дакоты появилась черная лабрадор-собака. Большинство людей, увидевших собаку вначале, думали, что она, вероятно, принадлежит одному из пациентов или гостю. Поэтому они не придавали много значения ее присутствию в больнице. Но, к удивлению, вскоре никто не заявил права на животное. Поскольку владельца собаки не было в больнице, они решили выгнать собаку обратно на улицу. Их решение было основано на том, что они считали, что присутствие собаки может создать риск для пациентов. Люди в зале ожидания не восприняли это решение хорошо, так как им было приятно играть с щенком. Все, кто находились в зале ожидания, были рады взаимодействовать с веселым черным лабрадором. Это касалось людей, испытывающих сильные боли, тех, кто немного болел, а также близких, которые пришли в больницу с друзьями или родственниками. К удивлению, некоторые медсестры также влюбились в животное. Люди в зале ожидания взяли на себя ответственность уговорить директора больницы не отправлять собаку обратно на улицу. Они утверждали, что присутствие собаки поднимает моральный дух пациентов. Вначале директор хотел возразить, но после того, как увидел собаку, играющую с людьми, он не смог сказать «нет». После того, как директор согласился с настоянием людей, первым делом собаку отвели к ветеринару. Животное было тщательно проверено ветеринаром, чтобы подтвердить, не представляет ли оно потенциального риска. Ветеринар пришел к выводу, что регулярные проверки раз в месяц помогут минимизировать риск инфекций. В конце обследования, где ничего рискованного не было обнаружено, черный лабрадор стал полноправным жителем больницы. Вскоре собаку назвали «Счастье». Именно так она была названа, потому что счастье — это чувство, которое она дарила всем, кто встречался с ней в больнице. Пациенты в ожидании всегда были рады проводить собаку на необходимые прогулки. В результате персонал никогда не беспокоился о том, чтобы выводить ее на прогулки. Самым приятным было то, что инспекторы по охране здоровья и безопасности в больнице смогли мириться с присутствием собаки. Таким образом, черный лабрадор обрел свободу. Все казалось идеальным в отношениях бездомной собаки с больницей. Но было лишь одно, что некоторый персонал считал странным в этой истории. Несмотря на то, что они наслаждались обществом собаки, они не могли избавиться себя от мысли о том, что есть лишь одна вещь, которая вызывала сомнения. Персонал больницы испытывал трудности с отслеживанием собаки в любое время. Они сталкивались с этой проблемой с тех пор, как собака появилась в больнице. Им казалось, что всегда есть период в течение дня, когда собака, казалось, исчезала. Период исчезновения всегда казался коротким, но это было то, что они считали странным. После некоторого времени бесплодных размышлений о странном исчезновении собаки в это время дня, они стали более любопытными и решили разобраться в ситуации. Им потребовалось несколько недель, чтобы установить, что происходит.
В тот роковой день один из пациентов невольно дал им ответ, который они искали. В тот день молодой мальчик, чью мать как раз обслуживали врачом, ждал, когда мама выйдет из операционной. В ожидании он одновременно чувствовал и тревогу, и печаль. Как раз в этот момент он заметил счастье в зале ожидания, и, как обычно, животное своим присутствием трансформировало унылую атмосферу в радостную. Так как собака подняла ему настроение, мальчик, не раздумывая, последовал за ней. Даже когда собака покинула зал ожидания, мальчик продолжил следовать за ней. Через несколько минут отец мальчика заметил, что тот пропал без вести. Он не подозревал, что мальчик ушел с счастьем в одну из больничных палат. Когда отец заметил исчезновение сына, ему пришлось сообщить об этом персоналу. Сразу после получения сообщения персонал и все доступные люди стали искать его. Во время поиска они все надеялись, что с ним ничего плохого не случилось. К счастью, они нашли его в течение нескольких минут. Поисковая группа обнаружила мальчика, ждущего в больничной палате счастья. На тот момент счастье сидело спокойно рядом с пустой больничной кроватью. Положение собаки удивило персонал, так как у них не было никакой идеи о том, что она там делала. Несколько минут они оставались с множеством мыслей и почти забыли о причине своего присутствия там. После нескольких минут отвлечения они собрали себя и отвели мальчика к его отцу, в то время как счастье ушла обратно в зал ожидания. На следующий день после инцидента черная собака снова на короткое время исчезла. На этот раз одна из медсестер, движимая любопытством, решила проверить, где она находится. В то время как любопытная медсестра искала собаку, она заглянула в ту палату, где счастье и юный мальчик были найдены накануне. К своему великому удивлению, она увидела счастье, сидящую на том же месте, глядя на пустую больничную кровать. Открытие медсестры в тот день подтвердило персоналу, что собака всегда находится в пустой палате каждый раз, когда она исчезает. Обнаружение того, куда счастье всегда отправлялось ненадолго каждый день, сбило с толку всю больницу. Им стало интересно, почему именно эта палата. Факт, что палата пустовала на протяжении некоторого времени и была одной из немногих нестандартных комнат в больнице, лишь усложнил ситуацию. Руководство больницы несколько раз приходило к мысли о ремонте пустой палаты, но денег не было. Весь персонал больницы был в смятении по этому поводу, потому что никто из них не мог предположить, что стоит за привычками счастья. Поскольку они не знали загадки, стоящей за тем, что собака уходила в палату, они решили пока держать ее в стороне от этой палаты. Они это сделали, чтобы проверить, смогут ли они изменить привычку. Когда пустая комната была заперта, персонал был удивлен, увидев счастье, каждый день приближающуюся к запертой двери и выказывающую беспокойство. Поскольку привычка, казалось, была неискоренимой, больница решила держать дверь открытой для собаки. Они сделали это потому, что считали, что действия собаки не нарушали работу больницы. После всех событий большинство сотрудников пришло к выводу, что уход в пустую палату — это то, что счастье любило, и это не несет никаких эмоциональных привязок. Но одна медсестра считала, что за ее привычкой могла скрываться какая-то иная причина. Медсестра была так очарована причиной поведения собаки, что начала исследовать ситуацию. Доктор Анна не могла поверить, что единственной причиной, по которой счастье посещало туалет в палате, было ее предпочтение. Поэтому доктор начала расследование. Сначала она спросила своих коллег, не видели ли они, как собака ведет себя странно, но никто не видел собаку вообще. Она вскоре обнаружила, что дело обстоит сложнее. Счастье действительно посещало туалет той самой палаты каждый день. Но что она там делала, озадачила Анну. Она никогда не видела ничего подобного прежде, и уж точно не с собакой. Каждый раз, когда счастье входило в туалет, она подходила, чтобы понюхать вспомогательные поручни, висящие рядом с туалетом. Эти поручни помогают пациентам держать равновесие, когда они принимают душ и используют туалет. Счастье продолжало их нюхать.
Но что еще более странным обнаружила Анна, так это то, что после того, как она их понюхала, она издавала странный звук, что-то вроде скрипа. Казалось, собака была грустной или плакала. «Почему она ведет себя так странно?» — подумала Анна. Счастье оставалось в туалете около 10 минут каждый день. Она завершала эти 10 минут громким лаем и какой-то тоской, а затем прямо прыгала на пустую больничную кровать. То, что собака делала на этой кровати, до конца озадачило Анну. Каждый раз, когда счастье находилось на кровати, она, подобно тому, как в туалете, снова подходила и нюхала каркас кровати. «Почему счастье ведет себя так странно?» — думала Анна. Она решила провести собственное расследование. Сначала ей нужно было закончить работу, но потом ей придется заняться исследованиями. В тот же вечер Анна пропустила свою вечернюю рутину. Занятия спортом, приготовление ужина и просмотр телевидения. Она быстро заказала что-то поесть в местной закусочной и сделала быстрый душ, а затем села за свой ноутбук. Она не знала, какие термины использовать для поиска в Google, но использовала слова «собака» и странные звуки плача. Сразу не получила желаемый результат, поэтому продолжила поиски. Через несколько минут ей повезло. В какой-то момент она наткнулась на новостную статью о женщине с собакой. Похоже, эта собака действовала странно с тех пор, как ее муж скончался. Это похоже на поведение счастья. Не случилось ли этого и с счастьем? На следующий день Анна пришла в больницу. Она сразу направилась в палату, где счастье всегда сидело. Как и в последние несколько недель, счастье снова сидело на своем месте рядом с пустой кроватью. Анна не только медсестра. Она обучалась в судебной медицине, но не закончила обучение, но приобрела достаточно знаний, чтобы проводить трассологическое расследование. У нее возникло подозрение, что собака улавливает определенный запах, вероятно, своего хозяина. Она прошлась по каркасу больничной кровати, рядом с которой счастье всегда сидело, с помощью ткани. То же самое она сделала и с вспомогательными поручнями в туалете. Затем она сдала образцы в лабораторию больницы. В лаборатории она попросила одного из техников проверить запахи или ДНК с образцов как можно скорее. Мужчина сказал, что закончит свою работу и сразу начнет проверку образцов. Анна оставила свой номер телефона, чтобы он мог ей позвонить. Анна продолжила свою обычную работу, но в глубине души думала только о образцах и том, какой результат получит техник. Она не могла дождаться результатов из лаборатории. Затем ей позвонили на рабочий мобильный телефон. «Здравствуйте, это Виктор, техник лаборатории. У меня есть результаты образцов с ткани. Мы смогли сопоставить ДНК с конкретным человеком. Я думаю, вам будет интересно узнать, кому оно принадлежит, и, что более важно, кто является владельцем собаки в больнице». Сердце Анны забилось быстрее. Она не могла дождаться, когда Виктор скажет, что получит ответ. «Конечно, я хочу знать», — громко прокричала она в телефон. Виктор ответил, улыбаясь, и сказал: «Успокойтесь, я сейчас сообщу. Мы сопоставили ДНК с данными, которые у нас есть в базе данных. Примерно через полчаса у нас было совпадение. Это 88-летний мужчина по имени Артемий Ларин. Он провел 3 недели в больнице, и он скончался в прошлом месяце». «Так вот почему», — подумала Анна. Затем ее подозрения подтвердились. Она спросила Виктора, может ли он прислать ей все данные о мужчине на электронную почту больницы. Виктор мгновенно отправил ее, и Анна сгруппировала данные. Выяснилось, что мужчина умер 22 апреля этого года. Анна захотела найти членов семьи, чтобы передать им счастье. Артемий оказался жить на ферме много лет. Она решила поехать туда сама. Это около получаса езды до фермы. Когда она туда приехала, все казалось заброшенным. Она постучала в дверь. Спустя минуту кто-то открыл дверь. Это была женщина средних лет, открывшая входную дверь. «Кто вы?» — спросила женщина. Анна объяснила, что собака ходила по ее больнице на протяжении недель. Она объяснила, что проводила расследование, и узнала, что собака, вероятно, принадлежит Артемию, который жил по этому адресу.
«Вы, должно быть, шутите!» — закричала женщина. «Артемий — мой отец. Мы заботились о нем в последние недели, прежде чем его увезли в больницу. Поскольку мы так часто были в больнице, мы не смогли в полной мере заботиться о его собаке. Вероятно, Макс, так зовут собаку, уловил запах Артемия и последовал за ним. Он следовал запаху и сам попал в больницу. Но в тот момент Артемий уже умер. Макс остался в больнице и нашел постель своего хозяина. Животное настолько преданное, что каждый день оно приходило в одну и ту же палату. Теперь Анна также поняла, почему собака издавала странные звуки. Она плакала по своему хозяину. Анна говорит дочери Артемия, что она может поехать с ней, чтобы забрать собаку. Женщина отвечает, что предпочла бы ехать за ней. Вдвоем они направились в больницу. У Анны наворачивались слезы на глазах, когда она увидела, как Макс реагирует на появление дочери Артемия. Виляя хвостом, собака подбегает к ней. Анна никогда не видела ничего подобного, полного любви. Женщина поблагодарила Анну за все и вместе с собакой вышла из больницы.